Итак, это рубрика «Я в черной футболке». Я знаю, что вы уже задолбались смотреть на эту черную футболку, поэтому будет меняться немножко только фон. Сегодня я вам расскажу про то, нахрена я купил автомобиль, который вообще нахрен никому не нужен. Дурацкий, кривой, косой, идиотский, бессмысленный, где я буду его заряжать и так далее и тому подобное. Да, ребята, я действительно купил себе очередной гаджет, потому что гаджеты, телефоны, квадрокоптеры, подводные лодки и так далее и тому подобное уже не вставляют там гидроциклы. Поэтому мне захотелось, в один день я проснулся и понял, в моей жизни не хватает Теслы. Вы знаете, есть такой промежуток в жизни, когда ты живешь, и внезапно понимаешь, что тебе не хватает Теслы. Да? Это, не знаю, вот как не хватает ребенка, да? Вот, как не хватает, наверное, мозоли на ноге. Вот примерно так же. Вот ты понимаешь, что чего-то в твоей жизни не хватает. Что-то она стала какой-то слишком стабильной, неинтересной, скучной, предсказуемой. И вот в этот момент ты понимаешь, что тебе нужна Тесла. Следующий момент. Начинаешь мониторить, серфить, где купить, почем стоит. И понимаешь, что официально ее купить нереально, отвечая на ваши вопросы. То есть пойти в магазин просто так купить Теслу нельзя. Нет, ее можно купить с рук у кого-то, наверное, у кого она есть. Но, чтобы вы понимали, люди покупают Теслы у официальных дилеров для того, чтобы вложить выгодные деньги. Потому что через 3-4 месяца кому-то, типа меня, захочется машину в наличии, а ее в наличии получить практически нереально, особенно в топовых комплектациях. Кстати, в чем заключается парадокс? Да? Сейчас на рынке нет машин в топовых комплектациях, именно дорогих машин, дорогих брендов. Раскупают самые дешевые, на них очереди, и самые дорогие. Ради интереса могу сказать, что я продал свой Porsche практически за те же деньги, за которые купил. И что самое интересное было для меня, что другого варианта купить не было. Я спросил, а почему вы купили у меня эту машину? Он сказал, потому что в другом месте ее просто нет. Купить просто не одна машина на всю Россию в этой комплектации. И это топовая комплектация, вы понимаете, да, была. Поэтому я захотел Теслу. Потому что Тесла это заманчиво, это интересно, это игра, это не про машину. Это просто игра. То есть игра начинается с момента, когда ты хочешь ее купить. Ты понимаешь, что хрен сделаешь. Это квест такой определенный, который нужно выполнить. То есть купи Теслу. Мало того, что ты должен вот так вот денежки потрясти, отслюнявить там определенное количество, тебе еще нужно ее заказать, растаможить, привезти, найди того, кто это сделает, начинаешь шариться по всяким форумам, находишь самых крупных дистрибьюторов, тебе заявляют, ну через годик мы ее привезем, и твое настроение падает. Ты же хочешь сейчас, ты же такой весь крутой, у тебя есть бабки, давай, я хочу тачку прямо здесь, прямо сейчас. Фигушки, ты будешь ее ждать. Ты будешь ее ждать, ты будешь злиться, но будешь ждать. И это факт. Потому что я злился, я негодовал, я топал ножками, я предлагал деньги. Я даже заплатил перевозку ее в Штатах, из Штатов в Россию на самолете. То есть она прилетела в бизнес-классе, как положено любой уважающий себя автомобилю. Вы представляете? То есть все люди ждут очереди на посадку в самолет и первую завозят мою Теслу, а потом уже все остальное. Это, конечно, грело душу, это уже был определенный квест, если честно. Там уже машина не ради машины, мне уже было пофиг, как она ездит, что она себя представляет. Мне важно было, что у меня эта тачка будет. Следующим этапом, конечно же, это ожидание, растаможки, все прочие моменты. И я смотрел видео бесконечно. Я залюбил всех этими видео на ютубе. Когда мы вечером садимся отдохнуть перед телевизором, чтобы посмотреть ютубчик, что-нибудь интересное, угадайте, какие темы вылезали в избранных? Правильно. Тесла, 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 Тесла. Меня уже ненавидели все, кто со мной рядом садился смотреть ютуб. Все говорили, блядь, только не твоя Тесла, ради бога. Я их прекрасно понимаю, наверное. Если бы кто-то рядом со мной смотрел про газонокосилки с утра до вечера, я бы его убил. Поэтому спасибо, ребята, вам терпение за то, что вы набрались терпения и все-таки смотрели со мной эти видео и делали вид, что вам интересно. Я прекрасно представляю, какая это пытка. Потом, следующим моментом, конечно, это ожидание. Это ожидание бесконечное. И когда машина приехала, я увидел на автовозе, я чуть сознание уже не потерял, потому что я 2 месяца просто ходил, не находил себе места. Я готов был отдать любые деньги, чтобы быстрее она приехала. Как ускорить этот процесс, вы понимаете? Потому что купить даже на заводе в Америке ее большая проблема. На них очереди. На них очереди, как на первые айфоны. И это просто, это гений, на самом деле. Это гениальный ход. И я думаю, что любой другой, кто умудрится сделать так, что на его машину будут очереди ценой за 10-12 миллионов рублей. Причем машины выпускаются массово, а не по одной штуке, да? Это не тот момент, когда там шейх из Арабских Эмиратов заказывает себе машину в единственном экземпляре в чистом золоте и ждет ее 1,5 года. Нет, это массово производимая машина,
который закупается людьми, но закупается и впрок. И так, как яблоки, пирожки на впрок набрали и побежали. Вот так американцы делают. Наверное. Могу ошибаться. Но мне так показалось. В итоге я увидел на автовозе свою машину. Она наконец-то приехала. И мне сказали, да, у нее кривые зазоры. Двери там вот такие. Конечно, когда дверь 4 раза складывается, пока опускается, поднимается, сделать по ней идеальный зазор довольно сложно. И я уже это все знал. Да, подтеки краски где-то внизу, там в углах действительно не такие, как у Роллс-Ройса. Не такие, как у машины за эти деньги. Но мне это было все не важно. Когда я сел в нее и погрузился в этот мир, у меня было ощущение, что я на космическом корабле приземлился в окружении каких-то старомодных телег, которые пердят, пыхтят, и самое главное, не едут. И они напрягаются, они куда-то торопятся. И ты сидишь, и ты понимаешь, что ты за пределами вот этой всей реальности находишься. И вот это то ощущение, которое мне рассказывали. И я не верил в это, я не понимал, о чем они говорят. И сейчас я прекрасно понял, когда я сел, я это почувствовал, и я понял. И мне очень хочется передать эти эмоции вам, чтобы не рассказывать каждому человеку, который меня встречает: чувак, как тебе Тесла? Чувак, смотри это видео. Вот для тебя говорю специально. Вот. Поэтому, когда я сел туда, я просто погрузился в другую реальность. Это начиная от всего, от солнцезащитных козырьков до крыши, которая уходит назад. Мне, чувак, да в нее камень прилетит. И все, и кирдык этой крыши. Да, она бешеных денег стоит. Да, каждый элемент подвески стоит бешеных денег. Но вы видели сервисную книжку у Теслы? Вы знаете, из чего она состоит? Из 3 пунктов. Проверять тормозные колодки и менять воздушный фильтр на систему. Воздушный фильтр меняется раз в 2 года. И то, если надо. И он там вот такого размера, ребята. Один человек догадался, что воздух в салон должен подаваться через большой, хороший фильтр. Не вот такой вот, а вот такой, большой. И действительно, очевидно, он работает. И запахов нет в машине. Очень приятно. Нет шума вентиляции, когда она работает. Нет шума двигателей, нет шума дороги. Мне говорят, что она дырявая из нее, свистит со всех сторон. Ничего подобного. Машина абсолютно тихая, спокойная. И самое главное, на ней не хочется гонять. Потому что ты и так едешь в 3 раза быстрее, чем поток. А разгоняешься с таким ускорением, что тебе абсолютно не важно, кто там сзади пытается догнать. Ты ни с кем не гоняешься. Ты просто перемещаешься из точки А в точку Б за 1 триллионную долю секунды. Как на космолете. И вот это ощущение, которое действительно есть, как будто ты сидишь в космолете, оно присутствует. И это действительно классно. Это другая реальность. По поводу зарядки, я заряжаю дома. Сейчас полно зарядок везде. В принципе, можно за пару часов или там, пока ходишь по торговому центру, ее зарядить. Но смысл? Ее можно заряжать дома. От розетки она также заряжается. Поэтому, ребята, спрашивайте, критикуйте, обзывайте. Все в комментариях. Люблю вас, целую с любовью и заботой о вас. Артем Когданин.